Я не буду тебя просить в этой серии, ты подписывался на канал, чтобы ты ставил лайки и писал комментарии. Я просто тебя и так поблагодарю за то, как ты меня поддерживаешь. В последнее время огромное число подписчиков. Не проснулся еще. Большое число подписчиков, лайков, комментариев. Что вы только не делаете. Делитесь видеороликом через кнопочку поделиться. Мерчик закупаете. Короче, поддержка полная, поэтому грузить в этом ролике ничем не буду. Но хочу сказать, что, как всегда, у нас, да, с тобой, то что, ну, как только накопится 1050 лайков, мы снова пойдем с Артемом Вольфом в рейд. Поэтому, ребят, кнопочка поделиться внизу в описании. Продолжим бороться с вот этим вот говнотухлопритонами, да, и вот со всякими вот этими вот, которые, да, вот эти вот, как говорят, то, что мы эти, а на самом деле они те. То есть, несмотря на то, что вот у него весьма себе маленький череп, здесь помещается весьма себе неплохой мозг. Так что приятного вам просмотра. Вот наш телеграм-канал. Обязательно, ребят, подписывайтесь. Там рекламки нет. Чисто оповещение о стримах, о новых видеороликах. В общем, чтобы вы не пропускали, тоже меня очень поддержите. Поехали. Не знаю, как он вообще это выговаривает, но теперь эта следующая песня будет у вас в голове до конца дня. Не благодарить. Так вот, о чем я. Проект Сирус, сборище 3 крупных серверов по World of Warcraft. В прошлом видеоролике я просил вас рассказать про них. И почти все справились правильно. Почему почти? А потому что один решил отличиться. Ну что это, блядь? Да шо, сука, я, конечно, понимаю, человек мог написать такое. Бывает, ошибился один раз. Но чтоб настолько, я разочарован в этом мире. Ладно, продолжим. Игра прекрасная. Рожали все палаты, когда чики-брикали Альянс. Так что поэтому сходить на сервер Sirius X. Команда X. 4. А Хелидон батон шарит. Также скажу, что игра максимально требовательная. Так что потянет даже на мамином вибраторе. Он уже столько повидал. И помимо этого она еще и бесплатная. Ну не чудо ли? Качайте игру по первой ссылке в описании. И пишите свое первое мнение в комментариях. Лучше попадут в следующий видос. Если, конечно, меня не уволят. Я же в рабстве. Тогда все окей. Телефон убери. Кто не смотрел предыдущую часть, обязательно посмотрите. Она есть на канале. Оставлю где-нибудь вот там вот, короче, в углу. Подсказку, да, подсказку она, по-моему, на ютубе называется. Кстати, ссылочку на ролик Артема Вольфа, на Артемушку оставлю также внизу. Передавайте ему привет, подписывайтесь. Друзья, единственное, о чем я, наверное, реально попрошу на этом ролике, проверьте, пожалуйста, оповещения, чтобы у всех стояли вот так вот все. Потому что очень у многих, недавно был баг такой жесткий у Ютуба, он все эти уведомления у многих поотключал, включая меня на многие каналы. У вас сейчас у многих стоит вот так вот перечеркнутый колокольчик, а вы возьмите и все поставьте, и все. Ладно? Ну, поехали смотреть. Опа! Ну, сотрудник полиции, я боюсь оставаться с ними. Вы не реагируете никак. Товарищ, если вы никак... Опа. Из магазина, блядь. Опа. И заметьте, полицейский даже не потребовал прекратить игнор. такое поведение. Он вообще не сказал им ни слова. Он просто развернулся и пошел к выходу. Опа. Там уже смотри, что происходит. Ты посмотри, что творится. Смотри, полицейского бьют. Знаете, это вот обычный зверинец. И самое главное, кепку Армении одеть. Почитал, сегодня не смотрел ролик Артема. Он вышел днем, по-моему, да, еще часов в 11 по московскому времени. Почитал, какое количество армян, ребят, пишут то, что это позор. Просто это позор, это обычное животное поведение людей. Огромное количество людей пишут, чтобы проверили этот магазин. Это просто позорище. Ну, позорище, серьезно. Здесь, знаете, вот все, что есть в этом видеоролике, что здесь происходит вообще, это реально, это вот какой-то конец кирографии, знаете, вот, потому что уже я не знаю, как с этим магазином бороться вообще, когда обратят внимание компетентные, реально компетентные органы, когда весь эту шарашкину контору прикроют, или реально людям внушат то, что нельзя себя так вести, потому что они законы нарушают ежедневно, выставляя просроченные товары, торгуя алкоголем без лицензии на продажу алкоголя. Никто не знает, но давайте дальше смотреть. Ты посмотри, что творится. Последний раз, кстати, я напоминаю, стоял я, рядом девушка и вторая девушка. Последний раз я видел, чтобы в девушек мужики плевали, наверное, никогда. Даже в школе. Вот эти вот верблюды, которые были, они как-то, наверное, в классе первом, во втором. Я уже во взрослом возрасте вообще такого не помню. Но, видно,
у Сильвестра Сталлоне, да, или Дункана Маклауда как-то, может, у него свое какое-то воспитание, я не знаю. Может, как Маугли, блядь, воспитывался. Может, в семье верблюдов. Не знаю, где он воспитывался, но плевать в людей, в девушек. Но это мои предположения, никого оскорбить, естественно, я не хочу. Вызывай полицию, вызывай, звоните 112. Ноль реакции от полицейского. Вообще полный ноль. То есть прям, ну типа просто он их придержал, магазин закрыл и все. Также у Артема в комментариях писали то, что ну поведение полиции очень похоже на... Это, конечно, наше подозрение, но так себя ведет только полицейский, который, ну, так скажем, вы поняли. Ладно, я не могу просто это на стриме говорить. Очень надеемся, то, что мы ошибаемся. Очень бы хотелось в это верить, потому что сотрудник хороший, мы с ним общались, он, ну, толковый. Но мне кажется, что система до добра не доводит. Ты посмотри, все, уголовочка. Приехали. Да, это добрый вечер. Приехали, ребята. Все, я сейчас... Здесь 100% был нанесен удар по сотруднику. Момент, когда они с лестницы спускались. Нецензурная брань, харкали, поливали, кидали бычки и так далее. То есть, ну смотрите, в общем, дальше. Где адрес? Молодежная 76. Картонкой закрылся. Супермаркет 24 часа. Нет. Я увидел, как просто нанесли удар полицейскому. Я человек простой. Я, конечно, говорит, не стукач, но форму доклада знаю. Я вызываю просто сотрудника полиции через номер 112. Потому что, ну, это уже переход всех рамок допустимых и недопустимых, на мой взгляд, как гражданина обычного этой страны. Это Химки. Молодежная 76. Легендарный адрес. Я прошу прощения, это Сильвестр Сталлоне или Чак Норрис? Я просто сразу не заметил. В комментариях напишите просто. Раз такой, ребят, на полицейского напали, понимаете, прям на камеру. Тут уже не просроченный товар, ребят, тут уже совершенно другое. Тут интереснее. Это вот какую они чувствуют безнаказанностью? Продублирую, чтобы быстрее подъехали. Кулаком, да. Хорошо, передадим московскую область подъедут. Я, насколько видел. Ну, на камеру можно будет посмотреть, что они сделали. Да, все верно. Вот он. Антонио Бандерас идет. Тара-тара-тара-тара. Тара-тара-тара-та. Я напоминаю, магазин закрыт. То есть магазин закрыт, входить туда нельзя, но не знаю, как это работает. Может быть, кому-то можно. Видимо, тот визит в данную помойку все-таки зацепил. Зацепил. И самое интересное, что они там сейчас закрылись, что там происходит сейчас, я вообще не знаю, честно. Но как бы за полицейского тут, я не знаю, за безопасность полицейского, что и как. И он мне после этого будет говорить, чтобы я выключил камеру в одном помещении с этими Я даже не знаю, как назвать, серьезно, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Только давайте без оскорблений, но беспредельщики, как минимум. Сейчас чекай, сейчас сюда приедут все, кто только можно. Представляешь, что это такое? Хочу отметить, приехали крайне быстро. Огромные молодцы. Наряд, который приехал, может быть, где-то рядышком были, но очень быстро примчались. Я думаю, что это они уже. Да, сразу же. Ну, сейчас они припаркуют. Да что парковаться у дороги, встаешь просто, и все, на полицейского напали, они паркуются, едут. Не-не-не-не, здесь, Артем, я не соглашусь. Они обязаны по кратчайшему пути подъехать прямо ко входу, потому что, возможно, ну, короче, есть на это определенные причины. Там, возможно, задержание, сопровождение в автомобиль. Никто, естественно, не поведет через людей, через опасные участки, тем более напротив здесь шаурмичная, прям вот за машиной, и как бы никто этого делать не будет. Мигалку включаешь на дороге, оставляешь машину, и все. Таксист даже оставил так машину. Так это, получается, и был тот самый Араик, Да, который да, директор да. магазина, вот этот вот в очочках. Вот представь, Это что он и был. Опа! Смотри, ребят, сотрудник находится. Добрый. Напали на полицейского. На видео все. Очень бодрые ребят. Без шуток. Вот прям четкие. Вот прям четкие. На мой личный взгляд. Не могу даже кого-то больше или меньше из них выделить. Просто красавчики, которые реально прям вот все по полкам. Все как положено. И в отделе помогли написать, и прям молодцы. Вот особенно вот я знаю, что вот эти две самые лучшие звездочки. Мое почтение. Будет мне этот человек смотреть. Огромный привет. Ну и напарнику тоже привет. Попало. И закрыли магазин за собой. Пойдем.
Фиксирую все на видео, а то сейчас на этих нападут. Они провоцируют. Что случилось? Как вы видите, майор сразу. Что, напали? Нет, 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 нет. Нет, нет. Все хорошо. Все хорошо. Все в порядке. Все. На улицу. Ребята, на улицу. На улицу освободите мою помещение. Здесь сразу же говорят, то, что проходит осмотр места происшествия, но каким-то макаром на наших глазах человек туда зашел. То есть, ну, может быть, он, не знаю, как объяснить. Полицейский говорит, что производит осмотр места происшествия, описывает просроченный товар. То есть нас, заявителей, он удаляет, а неизвестным агрессивным людям разрешает остаться с ним в одном закрытом помещении. Есть ощущение, что полицейский делает все возможное, чтобы разговоры остались за закрытыми дверьми, без камер. Что сейчас происходит? Объясните, какая процедура? Сейчас идет. Что вы толкаете? Я извиняюсь. Что вы толкаете? Вы сейчас... Подожди. Дверь Что ты толкаешься? Что ты толкаешься? Руку бери, осторожно. А что вы тут делаете здесь? Подождите. Что происходит? Сотрудник полиции, у вас нападение было. У нас фиксировано на видео. Я понял. Берите руку. Все, я понял. Все, да. Не было нападения, все хорошо. Ну, пожалуйста. Ты посмотри, что происходит. Здесь они не замнут. Замять пытаются опять. Здесь будет писаться заявление, железно будем до конца лупиться. Это вообще Мы, кстати, хочу заметить, его написали. И не одно. просто беспредельщик. Он Посмотрим не будет на... терпеть, я уверен, это сотрудник. Я почему-то уверен, потому что он сейчас, видишь, он говорит, будем их доставлять. Вообще просто это беспредел. Обычно. Это просто позорище. Представляешь, если им ничего не будет, вот это выложится в интернет, им ничего не будет. Знаешь, это в спину толкает сотрудник. Слушай, я думаю, что те, кто нас смотрит, реально в этот раз сверху никто молчать не будет. Здесь уже дело чести. Я почему-то уверен. В этом я это не просто так сказал. Я не то, что на эмоциях это сказал или еще что-то. Я уверен. Вот честно говорю, при всем том, что даже, да, там, так скажем, всех мелочах и не мелочах, которые происходят, да, в сфере МВД, я думаю, что здесь все-таки обратят внимание и сверху немножко постучат. Вот так. Скажут: алло, тук-тук, остановитесь, хватит. Очень надеюсь, то, что все-таки нас услышат и немножко справедливости восстановится. Очень на это надеюсь. Повторюсь, у меня, допустим, моего личного нет желания, чтобы там задержали человека, либо ему там, да, вот армянину там, даже несмотря на то, как себя ведет, как свинота последняя, чтобы ему там жизнь сломали или там, не дай бог, там его посадили куда-то там, да, за нанесение там покушения там на сотрудника, там можно что угодно приписать. Я бы хотел просто, чтобы справедливость восторжествовала хоть какая-то, да, и все-таки люди поняли то, что ведут они себя неправильно, потому что, допустим, в мясном отделе человек сразу понял, к нему 0 вопросов, 0 претензий. Там не нужны ни извинения, ничего, он просто сказал «да», он согласился с тем, что у него там что-то где-то не промаркировано, да, он обратили ему, показали то, что нужно это сделать, не знаю, сделал, не сделал, но факт остается фактом, что человек, у него мозг встал на место. Что с этими людьми творится и происходит, я не знаю. И сколько еще сотрудников должны плюнуть, граждане, вот эти два, я не знаю. Ну, посмотрим. Заявление написано. Очень надеюсь, то, что ответит. Чтобы довести это до конца, потому что, ну как это так? Где такое видно? Да нет, было бы какая-то, знаешь, веская причина. Мы бы там кидались, я не знаю, или что-то еще. Все себя спокойно ведут. Посмотри, что они творят. Вам видео показать или не надо? Я так понимаю, участкового оно есть или вами будет ему предоставлено? Не, у него нет. Мы сейчас напишем. Мы сейчас заявление будем писать по этому поводу. Идете в отдел, да? Да. Вот он идет, они... Про звезды, кстати, сказал так не для того, чтобы пошутить или там этот. Я серьезно говорю. Лейтенанта, майора можно, кто служил, тот поймет, можно получить, да, идя по карьерной лестнице. Но прапорщик – это состояние души. Это... Уважаемые мной люди, на протяжении всей моей жизни, я серьезно вам говорю, блядь, без всякого сарказма, это уже как, ну, это состояние души. Только почему-то у меня хорошие какие-то позитивные эмоции, когда вот я вспоминаю всех тех ребят и мужиков уже, да, прапорщиков, с которыми мне удавалось по жизни пересекаться. Это прям, знаете, вот, ну, это прям, да, так что огромное уважение. Молодец. Очень крутой сотрудник. Вот этот. Его выталкивают. Надеюсь, еще встретимся. Что вы делаете? Пожалуйста.
Составлять протокол осмотра, место происшествия. Я понимаю, свидетеля. Когда уходил, он свидетеля переписывал. Благо вот это успели купить просрок. Да, Сейчас кстати, бы они все успели. сказали, то, что мы вообще сегодня не работаем и не продаем. Опять 1,5 тележки. Отсутствие лицензии. Да, или еще и лицензия на алкоголь. Я не знаю, как они еще здесь. И пельмени здесь лепят, но это вообще... Такой первый раз, это страшно, что такие магазины действительно есть. Есть такие люди, которые вседозволенность чувствуют, Беспринципность. им все сойдет с рук, чувствуют, Это что... беспредельщики обычно. Я не знаю, почему я сказал слово беспринципность. Почему-то мне захотелось какое-то умное слово сказать. И я такой беспрецедентно, беспринципность. Я даже не знаю, если честно, что это слово значит. Но я решил вставить, чтобы, умнее, умнее казаться. Но, если честно, получилось очень кринжово на камеру. Так что особо не обращайте внимания. Надо книжечек надо почитать, чтобы это немножко... Да. Все нормально, ладно. Эрудит, да. Я у мамы эрудит. Я тебе говорю, это по-другому не назвать. Люди даже грани не видят, они на полицейского кидаются. О чем мы говорим? Лицензии нет, просрока, нападение на сотрудника. Пусть это, конечно, не нам решать, но здесь дураку понятно, что они его толкали. Но опять же, это будет очень смотреться некрасиво, если они замнут это дело. Никто заминать не будет, мы сейчас напишем 2 заявления, здесь 100%. Похвально за активную гражданскую позицию. Спасибо. Закрыт магазин. Причем вот это то, про что я говорил. Артем много что вырезал и правильно сделал. Вот конкретно здесь он правильно сделал, чтобы, каким-то образом, сотрудника не дискредитировать. Но то, как он сказал, то, насколько у него четкая позиция, у прапорщика, это прямо вот уважение людям. У него четкая позиция, несмотря на то, где, что и как он работает. Все, понимают, то, что структура это довольно сложная, чтобы оставаться там реально человеком и человеком с большой буквы. Молодец. Здравствуйте. Зачем вы снимаете представителей власти? Я орирую, блядь. Ты можешь сказать, зачем? Блядь, это из какого-то мема, знаете, это вот просто причем никто даже не снимал. Никто, я правда, я так и не понял, откуда этот человек появился. Это, знаете, из разряда «что случилось, я свидетель». То есть просто, знаете, такой внезапный откуда-то человек. А зачем вы снимаете? Кого? Кого? Это за вас говорит уже. Нет, я говорю за девушку. Я гражданин Российской Федерации. Я так понимаю, что из-за вас представитель власти припарковал машину в неположенном месте. Просто вы... Нападение на полицейского было. Нападение на полицейского. Вы о чем говорите? Я хочу просто проехать. Я хочу и я могу. Я вот хочу. Блядь, что хочешь, то и делай. Вы не имеете права. Камеру вырубай, блядь. Что вам мешает автомобиль? Секундочку. Вы сразу изложите. Да. Причем ты заметил, тот сегодня не нападает, друг его. Просто в стороне стоит. А этот он... Маленький, который. Да, а этот он решил прям до талого. Вот он. Вот так. Сиди, говорит, там. Не надо, не выходи, говорит, там сиди. В будке, блядь. Всегда поражались. Причем есть куча таких магазинов, даже на них видео не выходит. Когда указываешь на просрочку, они прямо берут ножницы, еще что-то. Они говорят, ребят, прям при нас, раз. Если что, ребят, я худак, вот специально этот одел, чтобы, мышцы не были видны. Потому что, как вы видите, масса, то есть она, банка, я сразу говорю, 54 сейчас пожилых сантиметра. Там просто, уже Артем, чтоб, не начал комплексовать, я такой говорю, блядь, Тёмыч, я говорю, давай, чтоб я я одену специально такой цвет, красный, мой любимый. Вот, я говорю, и чтоб чисто, пузо это не пузо, блядь, это трудовая мозоль, не надо мне рассказывать. Между прочим, похудел. Прекрати меня кибербуллинг. Я, между прочим, скинул. Что ты начинаешь-то? Это кадр такой. Чего? Я сейчас обижусь и уйду. Ты играешься. Чего ты начинаешь? Пузо торчит. Я посмотрю, как у тебя в 35. Какой ты будешь стройный ходить. Чего? Реально красный цвет любимый? Самый любимый мой красный цвет. Да идите вы нахуй, блядь! Суки, а! Ты что за кибербуллинг, блядь? Чтоб не разорвало. Это в пизду, блядь. Раз. Мы просто говорим, спасибо, до свидания, все. Куча таких магазинов. Конечно, я бы, думаю, Обижусь, никто уйду не под был в пивасом. восторге, если бы маленький ребенок съел какой-нибудь йогурт, не дай бог. Про это у нас именно за детское питание. А люди же, кто-то спешит, кто-то не смотрит. Полцап. У него самого 2 сына просто. Ой, бежали сейчас в окно, прям быстро. Блять! Ты вообще понял, что произошло? Ты понял? Я напоминаю, там 2 сотрудника и 2 типа.
Они говорят, двое убежали в окно. Еще раз. Может, кто-то не услышал. Представляешь, что за клоунада, блядь? Смотри, смотри. А люди же... Ну, кто-то спешит, кто-то не смотрит. Полцап. У меня у самого 2 сына просто. Бежали сейчас в окно. Прям быстро. Прям быстро убежали в окно. Быстро убежали. Очень быстро. Блять. Товарищ майор. Очень грустно, правда. Мужик хороший, серьезно говорю. Но слишком глубоко голову в песок засунул. Блять, я бы даже, не знаю, мне бы, наверное, стыдно было такое говорить. Молниеносно нахуй вылезли до форточку и убежали в окно. На камеру выходят и такие вещи говорят. Я напоминаю, 2 сотрудника с оружием, все как положено, и 2 человека, которые при них каким-то макаром убежали в окно. Здесь, в принципе, вопрос идет больше о компетенции тогда сотрудника, без обид. Ну, компетентность сотрудника, она вообще, как она есть, присутствует. Ну, нормативы сдаете, догнал бы, ёпта. Жаль, очень жаль. Дальше смотрим. Внимание. Убежали в окно? Друзья, часто бывает такое, Часто бывает такое, что народ, блядь, с ума уже сходит. И вылезает в форточки и выбегает в окно. Внимание. За это лайк сразу. побежали. Внимание. Внимание. План банан. Пожилой перехват, блядь. Первым бегу. Опа! Ага! Вот они. Настя, иди сюда быстрее. А? Сучара! А? Вот он. Что такое? Вот он. Артем молодец, вырезал. Там знаешь, как было? Я смотрю, в кустах сидит. Я говорю, стоять, сука, блядь. Он раз и присел. Говорю, стоять, блядь. Он как этот, блядь, как рыбка в аквариуме. Из куста в куст, блядь. Туда-сюда мечется, он не понимает, что, блядь, произошло. Он, наверное, думал, его пиздить будут. А нет. Мы не затем туда приехали. Мы приехали, чтобы все-таки по закону было, да. А ну стоять, сборный пас, сука! Все, и все сразу. Все. Видел, как мечется? Смотри. Смотри. Кто-то скажет, такого не было. Смотри, а что он тогда в кустах? Пока сел. Смотри. Оп. Ага. Опа. Вот они. Настя, иди сюда быстрее. Ай, блядь. Вот он. Вот он. Он в окно выпрыгнул, убежать пытался. Не-не-не, только не дергайте. Да второй уже там. Ага, в окно выпрыгнул, второй уже... Сократил путь до полиции. Он говорит, ты понял, что он пиздит ему? Он говорит, второй уже в отделе. Это они, чтобы сократить путь, они взяли, короче, и типа, ну, чтобы через форточку вылезти, чтобы быстрее до отдела дойти. Понял? Он говорит, второй уже пошел туда. А отдел полиции, вот если вот сюда вот посмотрите, вот с левой стороны, вот где, да, вот Бэх стоит, он левее буквально через дорогу. Там просто пешком можно перейти, то есть там, ну, прям реально минута. И когда мы туда пришли, второго мальчонки с кепки Армения, блядь, бегунка, не оказалось. Он, наверное, нет, может, он в обход пошел. Может быть, еще как-то, блядь. Но почему-то он не дошел. Не, может быть, позвонили. Может, я не знаю, на рынок заходил, пожрать покупал. Может, еще что-то. Ну, мало ли дел. Поэтому как так. Но этого мы поймали. Сегодня твой день, друг. Хуесос, а не друг. Второй раз данный человек, вроде армянин, говорит, я говорю, сегодня твой день, друг. Он мне говорит, да нет, я хуесос, а не друг. Ну, слушайте, я, во-первых, это осуждаю, потому что, как бы, ну, самокритично. То есть, ну, тогда многое объясняет. Если человек, ну, как бы считает, что он хуесос, и ему нравятся мужчины, ну, не знаю, это как-то странно. Просто, ну, вот, судя по диалогу, вот, ну, вот, я говорю, хуесос ты, я говорю, сегодня, друг, твой день, что тебя, ну, поймали. Он говорит, хуесос, а не друг. Я говорю, ну ладно, все хорошо, как бы, ну, вопросов не имею. Да, самокритично. Вот. Тогда многие вопросы, в принципе, у меня снимаются. Вот. Плюс в первом ролике он к Артему говорил, что он там хочет его что-то, еще что-то. Очень много вопросов к человеку. Ну, как бы у всех пристрастия разные, но обращаюсь к тебе, мой хуесосный друг.
Если тебе реально так нравятся члены, ну ты хотя бы тогда свои личные вот эти бурные фантазии, у нас это не особо в стране приветствуется, да, в России, а ты как-нибудь их при себе держи, потому что, ну, хотя бы на камеру это не говори, я не знаю, стыдно, да, должно быть как-то немножко, вроде взрослый человек, а про то, что член любит мужской, говорит. Ну ладно, бывает. Да пошел ты. Пошел ты знаешь куда, друг. Еще раз дверь откроешь, я тебя, говорит, как собаку пристегну. Сейчас, одну секунду. Я, знаете, редко такие вещи делаю. Я от Байдена на выступлении последний раз хлопал только. Потому что там все резко встали, начали хлопать. Я тоже растерялся, начал хлопать. Здесь вот сотруднику полиции я, знаете, товарищ сержант, вот чтоб вы видели, вот так вот, просто стоя, блядь. 3 миллиона человек сейчас вот так вот стоят, и все, кто увидит этот ролик, вам хлопают просто. Аплодисменты, блядь. Просто. Дай бог, что до вас это донесут. Очень правильно. Очень правильно. Это, ну, так и должно быть, да. Потому что, ну, бегать, конечно, здорово от сотрудников, играть в казаков-разбойников, но у всего есть определенные грани. Да, еще из машины там что-то лаять сидеть. Вот, ну да ладно. Позорище. Второй-то так и сбежал, получается? Да. Заметьте, сам полицейский при этом не побежал за ними и Зачем? даже не дал команду ППСникам. Все просто остались стоять. Кстати, да, что самое забавное, мы говорим полицейским, я говорю, побежали. И они очень быстро среагировали. То есть сотрудник сразу выбегает, он говорит, все, погнали. Он сразу за нами на машине поехал, вот этот тот сержант. Он сразу за нами, он прям, все, он погнали. То есть мы бежали, он прям параллельно по дороге ехал. Молодец. Вот, то есть, как-то почему-то да. Ну да ладно. На месте. Главное, что Побежали поймали. мы с хардплеем, и мы же привлекли внимание сотрудника ППС, который сидел в машине, чтобы он поехал вместе с нами Факт, задерживать да. правонарушителя. Мне очень хочется верить, что это не просто хорошо спланированный сценарий с побегом. Просто здесь я. В туалет захотел сходить? Просто здесь. Вот так вот, ребят. Просто полицейский. Ну не показал актерскую игру. Ну я так старался, Артем. Ну, блядь. Я так старался. Я хотел, как в театре все это показать. Как он из куста в куст, блядь, бегал. Он подрезал. Там очень красиво было. Он же изначально вообще в кусту сидел. Он такой раз и присел. Чтобы мы мимо пробежали. А я когда коррекцию зрения делал, я специально, чтобы вот таких вот потом на службе видеть, я говорю, куда это ты? Что это ты там делаешь, блядь? Сюда, нахуй. Полицейский выходит и говорит, двое выпрыгнули в окно с другой стороны. Нормально? Поймали. Один, да. Мне надо объяснить сидеть хотя бы по мелкому. Я поводу. с них возьму, да. А второй, я так понимаю, в отделе. Они, оказывается, в отдел пошли. Через окно. Побежали в отдел. Заявление писать будете? Конечно. Да, мы все будем писать заявление. Тогда подходите, юбилейный проспект, проспект Мельникова, дом 32, сами знаете. Проспект где это, да? Мельникова, 32. 1 минута пешочком. Все. Все, давайте ожидаем. Все, погнали, да. Сюда, пешком. Все. Товарищ майор. Просто по-любому будем писать. Они не первый раз пытаются. Они в тот раз на нас с кулаками полезли. Это все с рук сошло. Вот это второй стоит, вот этот вот, друг его. Ну, он Сегодня он спокойный, да. Потому что он понял, Давайте что отойдем. он понял, что надо забрать, его не доведет. А этот, ну это просто, это Да, зверинец. смотрите сейчас, как сделаем. Мы сейчас напишем заявление. Первое. Сразу, кстати, очень большое количество, вот вы их можете увидеть, совершенно случайно рисовавшихся ребят. Я про девушку не имею. Этот, ну это просто. Давайте вот так вот сделаем, да, чтобы личное пространство ничего не нарушать. Совершенно случайно, то есть, ну, нарисовывается группа поддержки. Совершенно случайно. Ну, ладно. Это, Да, мы, зверинец. смотрите сейчас, как сделаем. Мы сейчас напишем заявление. Первое то, что... Я, кстати, хочу заметить и поблагодарить. После первого ролика вот в этом магазине, ну, давайте так я скажу. Те, кто сидят на стримах, они тоже слышали от них, так скажем, заявление. Вот, мне написали ребята и сказали, они говорят, ребят, давайте мы вас поддержим. Вот. И там такие хорошие ребята, знаете, такие дружные, хорошие, спортом все занимаются, ну, по долгу службы. Да, очень позитивные, очень хорошие, да. И написали еще одни ребята потом, вот как раз буквально вот на том, да, или позатом стриме. Они, короче, тоже говорят, слушайте, там, я так понимаю, на вас давление оказывается, да, может быть, мы
ну, поддержим тоже, как бы, да. Хорошие такие у них, знаете, ну, вот раньше они были, да, там тоже такие веселые парни, да, у нас их много было очень в городе, да, такие они хорошие, такие добрые, отзывчивые, всегда подскажут, помогут. Вот. А первые, про которых я говорю, это люди в форме, да, и огромное вам спасибо, ребят, и одним, и вторым. Пока все справляемся, все хорошо, спасибо. Не переживайте, все хорошо. Как говорится, нету лучше карате, чем в кармане 2 ТТ. По поводу просрочки товара. А второй, это нужно нам свидетеля, чтобы мы их привлекли к административной ответственности, потому что они выражались нецензурной лексикой. Вы согласны? Вы уголовного здесь преступления не видите, да? Пока нет. Нет, не вижу. Не вижу, не могу, глаза замылились. Помолчите! Вставьте, господин монтажер, вставьте сюда этот мем. Помолчите! Кто там что-то видел? Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестно сидишь здесь, фигуристка. Провал идет! Кто там что говорит? Да молчать нужно сидеть! Самое, да. Нападение на полицейского и так дальше. Нет, Но у нас зафиксировано видео, что Все мы знаем о случае, когда привлекли за пластиковый стаканчик, а тут под видео толкнули полицейского. Как нам кажется, ему были нанесены удары, по нему как по столбу вскарабкался этот беспредельщик, еще и плюнул на фуражку, кинул через него Ну да. окурок. Но нет, ничего не было. Ну, фуражки, да, харчок был, но он, видать, вытер. Было. Что было, то было. Скажите, пожалуйста, товарищ Да. майор, а то, что тележки мы не описали ничего. Я все писал. Я их А, фотографировал, все писал, я все делал. Вот из-за Еще этого раз просто, можно когда адрес? проспект Мельникова, дом 32. Вот здесь прям на углу направо, Ага. 100 метров. вы скажите, соседние эти. вы то, что вы описали, ознакомите нас потом? Да, конечно. По деле, все. А возврат-то? Да подожди со своим возвратом, потом вернемся сюда Да еще. подожди. Такие вообще. Вот эти вот ребята. А возврат-то? Сейчас покажу. Да подожди со своим Сейчас, возвратом, секунду. потом... Оп. Вот эти вот ребята. Вот эти вот. Знаете, что такое болото? Болото — это то место, в которое можно всандолиться, как в маргарин. То есть вы чем больше будете там барахтаться, тем глубже вы туда залезете. Вот все те, кто что-то квакал, пикал, там что-то пытался сказать и так далее, причем заведомо неправы, то есть априори вы неправы, потому что в эти же магазины могут пойти ваши же родные и травануться. Потому что борьба идет не за то, что кто там хороший или кто плохой, а борьба идет просто за просрочку, которую просто можно было убрать. Если вы покрываете и помогаете, пытаетесь всячески помочь, в нашу сторону что-то крикнуть, там попытаться как-то нас задизморалить или еще что-то сделать, дорогие друзья, в наше время можно даже не успеть пересечь границу, когда вы захотите куда-то уехать или совершить против нас противоправные действия. Поверьте, еще раз повторяю, нас смотрят совершенно разные люди, которые следят за подобными роликами. И все те, кто хотят пошутить про мамок, про папок, про рты, еще про что-то, про... Не могу просто сказать эти 3 буквы, потому что запрещено это. Да, вы можете просто докричаться, дошуметься, и рано или поздно это все закончится вашим задержанием. И там уже будут работать компетентные органы. Я не говорю за конкретных ребят, там другие, я не знаю, Артем их вставит или нет, но просто держу в курсе. То, что стоять над душой, дело абсолютно бессмысленное. Пугать нас – это все равно, что хуй тупить. Поэтому не надо этого делать. Это очень глупо выглядит, когда там 8-10 человек, взрослых, блядь, мужиков, стоят, яйца чешут и пытаются отпустить какую-то шутку в сторону пацанов, которые просто хотят вычистить магазин от говна. Так что просто, в следующий раз немножко подумайте, насколько это весело. Потому что настанет момент, когда над вашей душой могут также встать 20 человек над каждым из вас и смотреть вам в глаза, блядь, в упор. Ну, просто так, к слову. Потом вернемся сюда еще. Такие вообще просто что? Да мы доделали. Небо очень В красиво. окно просто быстрее выйти. По-моему, вот это, наверное, вот она, да, полиция. Вот она. Но только где-то вход. Вот, калитка. Как удобно, смотри. Ну он явно сюда бежал. Открыто, наверное. Вон, сзади участковый. Друзья, Да, просто чтобы вы понимали, это вот дом, и второй так и не добежал. Понимаете, то есть он так и не долетел.
так и не добежал по какой-то причине, не знаю, по какой, я говорю, заблудился, может какой-то другим путем, другой дорогой пошел. Ну, как-то так. Я прошу прощения, смотрите, у нас на территории отдела запрещено снимать, и только заявителя. Остальным... Я, если честно, не понимаю, вот для каких целей все вот это было сказано. Формат того, что запрещено снимать на территории отдела, запрещено снимать в дежурке, где висит общедоступная информация, с которыми могут люди ознакомиться. Это выглядит очень странно, потому что есть четко приказ, про который, я уверен, Артем скажет. Артем, извини. Но красиво. Вот, есть приказ, про который, как бы, я думаю, все знают. Для чего это говорить? Это все равно, что на улице говорить, что сотруднику при исполнении, что меня нельзя фиксировать на видео. Но это глупо просто. Вот, и тем более мы это делали, понятно, для каких целей, а не для того, чтобы там кого-то как-то зацепить или еще что-то. Подождать. А мы все заявления будем писать сейчас. Мы вдвоем точно пишем? Да, мы вдвоем. Да, я тоже буду писать заявление. И я. Втроем. А не подскажете, на основании чего запрещено фиксировать на видео? Нам надо? Закон о полиции. А какая именно статья? Сейчас на стенде будет все написано, сейчас все. А то, насколько я знаю, можно. И у меня даже есть законное обоснование этому. Но вы сейчас покажете, да? Да. Хорошо. Пойдем. За ней документ. Пойдем. Вот там на стучек. Только один. Ну а что, вы нашли, нет? Не нашли? Второго нет, убежал. Одного поймали. Можно здесь. Здесь можно. Вот там нет. Да. Просто помещение для граждан. Там? Да. Все, Вот. кто доступ. Это помещение, на котором висит стенд со всей информацией, с ориентировками, еще с чем-то. То есть это общедоступное место. Но ладно. Да я знаю. Места общего доступа в территориальном органе полиции. Ребят, а если вы не знаете, можно вам фиксировать на видео в отделе полиции, вот в вестибюле отдела полиции или нет? Именно за вестибюль говорим. То есть не говорим за уже комнаты, в которых задерживают сотрудников, вот то, про что я сказал, задерживают сотрудники и так далее. Только общедоступное место, где люди пишут заявления и висят стенды. Вот там вы можете фиксировать на видео себя и свои действия. Вот. Так что как-то так. У меня есть прекрасная правовая база со всеми статьями и законами, которыми я пользуюсь, с пояснениями, с практическими рекомендациями, с решениями судов и так далее. И вот, например, Лехе показываю. Так, вот написаны места общего доступа в территориальном органе полиции. Видишь, вестибюль. Это прям вот конкретно есть приказ. А также есть кассационное определение. Смотри. Поэтому, если вы хотите иметь доступ к этой информации, а также если вы хотите смотреть эксклюзивные видео, которых нет и никогда не будет на ютубе, то оформляйте спонсорскую подписочку по ссылкам в описании. Бусти для карт РФ, Patreon для зарубежных. Ссылочка в описании. Ты знаешь, что делать. Спасибо каждому за сатен. Спасибо. Карт. Большое вам спасибо за поддержку канала. Ну, устал, дед, ну, конечно. Каждому по бланку заявления. Каждому по бланку объяснения. Бегал, в первых рядах бегал. Главное, задержал. А потом на перезагрузку пошел. Ну, чего вы начинаете? Ну, догнал же. Все, поймали. Все, это... Чего? Ну, надо отдохнуть. Как... Хорошо, скажи спасибо, хоть не уснул, это ладно. Чего? Пусть они пока занимаются нарушителями. Я думаю, мы сами тут напишем. Мне не сложно. Да не, ну здесь, да. Находится режимное помещение. О. Вот, здесь нельзя вести видеосъемку. Будьте любезны, телефончик уберите, пожалуйста. А не подскажете, на основании чего? На основании федерального закона о полиции. А какая именно статья? Я еще раз говорю, это... Никто статей никаких не знает. Очень грустно, очень грустно. Отдел полиции. Отдел полиции, смотрите. Места общего доступа в территориальном Даже не смотрят. органе полиции. Вестибюль. Вестибюль. Так, здесь находится информация для граждан. Помещение. Будьте Посмотрите, любезны. там у вас написано Режимное помещение. режимное помещение. Режимное Вестибюля нет. помещение вы находитесь, когда вы заходите в отдел полиции. На основании закона объясните, пожалуйста. Я Будьте любезны. полиции Так. И требую, чтобы вы перестали вести видеосъемку меня лично. Вы требуете. Будьте любезны, уберите. Вы требуете. Я Пользуясь своими должностными полномочиями. непосредственно согласно за статье закона. А вы можете ознакомить? Вы же действуете на основании закона. Вы откройте и увидите. А я знаю весь закон о полиции. Никто. Вы заметили, вот когда что-то кто-то требует, никто ничего сказать не может. То есть, тем более, когда было время подготовиться, я вот требую. Без негатива, без обид там, ну просто, если ты что-то требуешь от кого-то, тем более, если ты не по форме, а, допустим, там оперативный работник или по гражданке, во-первых, ты в любом случае должен представиться. Во-вторых, опираясь на закон, уже начинать что-то требовать. Если просто ты говоришь, посмотрите в законе о полиции, конкретно, где мне я должен с этим ознакомиться. Я ознакомился,
там, допустим, согласно там статье 1, пункт 1, вы не имеете права. Человек открыл, посмотрел, все, извините, убрал, все. Опусти сейчас, пока опусти. Все. Объясните, У пожалуйста. вас, смотрите, закон о полиции. Здесь Вот. находятся сотрудники полиции, которые могут участвовать также в операции СВО, которых подразумевается не снятие. В связи с этим сотрудников полиции, не нужно снимать. Так мы же ваши лица не будем никуда публиковать. Я еще раз говорю. Причем самое забавное, мы вообще, велась съемка именно того, что мы пишем. То есть я пытался это донести, я говорю, мы хотим фиксировать не тот, кто мимо там проходит, мимо вертушки или еще чего-то, а именно тех действий, которые мы делаем. То есть, камера направлена на именно вот что мы записываем, то есть какую мы жалобу пишем там и так далее и тому подобное. Вы пишете заявление, Так. все это примут. Я понимаю, контент, все это замечательно. Слушай, на полицейского было совершено нападение, я не знаю, какой контент тут. На сотрудника полиции не было совершено нападения. Если было бы, вы считаете, вы можете это указать. Вот это грустно. Человек, которого там даже не было, мы не отправляли им никакие видео. Как он может судить о том, что было, не было? Блять, это странно. То есть человек находится уже по другую сторону баррикад. Это печально. Тогда все встает на свои места. Потому что громкое заявление, что было совершено на участке, там таком-то, таком-то, нападение на сотрудника, это, конечно, привлечет внимание повыше, людей. Придется объясняться, придется смотреть, что это за магазин. Ой, на него уже было видео. Непонятно, когда сделано. Ой, никто не отреагировал. Прилетит Роскомнадзору. Прилетит Роспотребнадзору. Прилетит сотрудникам. Зачем это надо? Все. Нападения не было, ничего не было. Повторюсь, я не могу утверждать, было нападение или нет. Я никто, я что, судья или юрист какой-то. Просто я отталкиваюсь от того, что я видел своими глазами. И не то, что мне показалось, то, что есть на видео. Я думаю, все и так все видели. Ну да ладно. Да. Если считает сотрудник полиции, он напишет это по этому поводу. В рапорте. Да, в рапорте он отобразит. Вы просто не хотите, чтобы ваше лицо было на видео, правильно? Я не хочу, чтобы вы снимали сотрудников полиции. Понимаете, это должно быть законное обоснование. В вестибюле разрешено вести видеофиксацию. Я могу кассационное решение суда. Сотрудников полиции, которые попадают на видеозапись, снимать не нужно. Себя мы можем снимать? Себе снимать. Хорошо. Так вы же к нам подошли, мы собирались заявление писать, вообще мы собирались вас фиксировать. Просто сотрудников полиции снимать не надо. Все, Давайте мы сами решим, что надо, что не надо. Мы вас не фиксируем на видео. Но по закону можно. Все, мы услышали. То, что мы пишем, вам участковая беседа чуть Здесь я максимально постарался, так скажем, я понял то, что это бессмысленно вести дальше диалог и просто отвести в сторону того, чтобы, так скажем, дальше нам на ровном месте что-то не предъявили. То есть наша задача была написать заявление. И там все шло к тому, чтобы нас в другой блудняк, так скажем, завести, на мой взгляд. Поэтому просто было на ноль все это сглажено и все, да. Да, заявление написать, пока он там разбирается. Нам только что сотрудник полиции разрешил фиксировать себя на видео. Вот только что здесь стоял мужчина. По факту. Вот и все. Себя мы можем снимать? Себе снимать. Хорошо. Нам только что оперативный сотрудник разрешил. Я не понял, что произошло, для чего. То есть, если честно, я подобные действия сотрудников этого отдела могу... То есть, он же прекрасно видит, аквариум, да, так называемый, находится в метре. Он не может не видеть то, что девушка стоит, снимает чисто нас. То есть, вот одна камера, которая на нас, телефон направлен на бумажке. Он это видеть, он не может это не видеть. И здесь, мое видение такое, то, что любыми путями пытаться, то есть отвлечь, дернуть, как-то попытаться надавить на то, что не снимайте, еще что-то. То есть, бывает такое, ладно. Может, мне просто показалось. Мы себя снимаем. Мы себя фиксируем. И по идее в вестибюле можно вести видеофиксацию. Ознакомьтесь, пожалуйста, с законами и не спорьте. Здесь заполнять. Здесь.
Здесь пишите в объяснении, все развернуто. Вы можете объяснить, на основании чего запрещено сотрудников полиции фиксировать? Как только закончите, дайте знать, я вам дам бланки другие. Это не имеет никакого отношения к запрету видеофиксации в вестибюле отдела полиции. Просто у меня нет сейчас желания ругаться, тут как бы другая совершенно ситуация. Но, да. Мне просто нравится, как сотрудники полиции. Слушай, как они там рассказывают. Я слышу. Алло. Вот. А вот и второй. Заметьте, идет он вместе с товарищем майором. Как-то так. Кому там были адресованы слова «пусть он сюда идет», ну, тоже под вопрос. Пришел хозяин. Хозяин пришел? Нашли. Бегает, который, да. Он позвонил, сказали, вернись. Все, всем хорошего дня. Спасибо, товарищ майор. Смотри, сейчас я подъеду еще 2 секундочки. Сейчас как заявление на объяснение напишите. Еще. За что я ему благодарен? Это за одно. За то, что очень толково и грамотно все пытался хотя бы, да, помочь. Хотя, ну, очень двоякая такая ситуация. Не знаю. Такое, ребят. Еще одно объяснение по поводу выражения нецензурной лексики данных граждан, чтобы их привлекли к ответственности. Я сейчас буду очень удивлен, если их отпустят. Отпусти сейчас. Думаешь? Конечно. Что ты так думаешь? По опыту, по практике. По поводу просрочки заявления. Это по опыту, по практике, естественно, кого? Правильно, друга Алексея, который служил, я-то писарем отсиделся, а вот друг Алексей, вот он знает. Он там служил, да, где-то то ли KFC, то ли как-то там 3 буквы, я все забываю, вот там, да, вот в какой-то тоже там одной этой большой этой сети ресторанов, да, вот, и, в общем-то, да, как-то, да, вот немножко осведомлен, да. А, по-моему, в KFC, я не помню. То ли в Бургер Кинге, то ли в KFC. Не помню, там схожие буквы, да. И объяснение написано. Все четко. Давайте я вам зачитаю. 11.05.2023 в 16:29 в магазине ООО «Гранд Фреш», расположенном по адресу город Химки, улица Молодежная, дом 76, мой товарищ Сабина приобрела просроченный товар, а именно Kinder Pingui 30 грамм, стоимостью 59 рублей 00 копеек, со сроком годности до 11.05.2023. А также сельдь-филе кусочками в масле 180 грамм, стоимостью 103 рубля 00 копеек, со сроком годности. Да-да, что-то там UFC, KFC, не помню, как называется дата. 09.05.2023. Также за время нахождения в магазине мною был обнаружен другой просроченный и некачественный товар, в том числе товар без маркировки, либо с нарушением маркировки. А именно, на упаковке товара отсутствовали срок годности и условия хранения. Было логично, что нас узнают, ее не узнают. Она пришла, она сразу за минуту просто купила просрочку. Мы так и написали в заявлении, что наш товарищ купил просроченный товар. Если полицейский все это грамотно зафиксировал протоколом осмотра, действительно приложит фототаблицу протокола осмотра, то магазин привлекут к ответственности. Ну а дальше мы, я так думаю, напишем заявление по факту... Как минимум мелкого хулиганства 20.1. Ты знаешь, я думаю, что да, уже компетентные органы разберутся здесь, что и как. Наше дело это донести информацию, посыл. Я думаю, нашего обращения, да, заявления, он очень простой. То, что нападать, на кого бы то ни было, поливать, харкать, кидать бычки, вести себя таким неподобающим образом, тем более нападать на сотрудника, как нам показалось, по крайней мере, мы утверждать ничего не можем, мы вердикты, да, какие-то выносить. Но такие движения, конечно, я думаю, будут уже рассматривать компетентные органы. Так что мы напишем заявление, все, что можем и все, что могли, мы, в общем-то, на данную минуту сделаем. Если кто-то нас из компетентных органов, из представителей компетентных органов смотрит на данный момент, вы всегда можете с нами связаться. Я думаю, у вас не составит проблемы найти наши контакты. И мы с удовольствием и видеозапись предоставим, если надо будет нападение сотрудника. Я за себя могу сказать, без проблем, если надо будет кидать, дать, блядь, сейчас, мысли сбился. Старость хули. Если надо будет дать какие-то видео, заявления, еще что-то, с радостью. Найду всегда время и с радостью, потому что я считаю, что таких моментов и ситуаций быть не должно. Полиция отдельно, без монтажа, и подтвердится факт, и мы напишем еще заявление, объяснение, мы максимально посодействуем. Какое сейчас будет удивление, если мы вернемся в магазин, а они уже там. Это будет вообще нонсенс. Это будет, нам и за возвратом, нам в любом случае идти туда. Конечно. Потому что закрыт магазин, может быть, значит, есть повод вернуться в 3-й раз. Мошенничество что-нибудь слышали вообще? Ну, конечно, слышал. Я до вас доведу сейчас новый вид мошенничества,
связи с тем, что они могут на Послушайте. ваш номер, то есть взять ваш номер, Мгм. то есть получается как... Это реально новая тема. То бишь человек, если будет звонить вам, будет попадать на машину и будет общаться. Спасибо, что сказали. И родителей тоже предупредить, потому что у нас бывают случаи, что человек понимает, что якобы общается с сыном, а сын якобы на удаленке кричит: помогите, мне надо много денег. Помогите, ебут. Соответственно, родители идут на это. Вы не подскажете нам, вы как их будете задерживать до суда или сейчас 500 рублей штрафа и отправите? Они сейчас уже задержаны. С момента пересечения отдела они уже задержаны. Их ограничены права и свободы, соответственно. Нет, ну вы можете сейчас их отпустить, как бы в магазин, мы с ними встретимся факт, опять. Смотри, факт мелкого хулиганства предусматривает Мгм. Арест. штраф и административный арест. Так. Вот, чтобы всё. мы там дальше с ними не пересеклись. Не, этого, я так предполагаю, этого не будет. Отлично. Так. Там все спорить, я слышу. В полицию просят отвезти. Я могу попросить, чтобы этого человека отвезли в больницу? Меня обиделся. Все? Да? Обиделся. Так, позвольте, я. Все, отлично. Так. Все, и заявление. Ну, примерно то же самое. Сейчас я вынесу вам протоколы. Мгм. Вы в протоколах распишитесь как свидетель. Хорошо. Аля! Дальше, ну скоро уже выходим. Лёх, никогда не говори скоро, пока не вышел за дело. Примет плохая. Все, господа, дальнейшие все ваши вот эти развития по магазину, я так подозреваю, что вам участковый пояснил, да, все, что там, как ваши Ну, действия. вкратце, да, он сказал, что на телефоне, там, если что, мы видеозаписи все эти Ну да, ему надо собрать материалы и так далее и тому подобное. Ему время надо, все равно время на рассмотрение делать. Все, удачи. Все, всего доброго, до свидания. Спасибо за службу. До свидания. О, на улице дождь. Они их реально сейчас задержат. Да, их уже задержали. Я думаю, они 500 рублей штрафа и Понятно, отпустят. что сейчас отпустят, но они их не отпустят сразу, это точно. Все в порядке. Возвращаемся, да? Да. Там просто стоят, ждут. Ты видел скриншот себя? Открой ВК. А Они что там? стоят, ждут там. Да ладно. Да не, ну хорош. Да нет, ну ребят, ну не может сейчас быть еще экшен. Да не, ну хорош, ну нет. Ну они же сейчас просто должны возврат сделать, и мы уйдем. Правда же? 1160. Спойлер. Спойлер. Нет. Блять. Нет. И еще раз нет. И правильно он сделал, что он здесь сделал третью часть, потому что там прям, знаете, я так скажу, это апогей всего вообще вот этого трешака, который в принципе может быть, вообще в принципе. Это не байт, это реально вот, ну, в третьей части вы, я думаю, увидите. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и спасибо вам за любую поддержку. Удачи. Не жрите просрок, будьте здоровы.